Всем привет! Пришли на выставку Ван Гога и Гогена. Выставка репродукции картин. Выставка располагается вот в такой вот галерее кафе «Артель». И сейчас зайдем посмотрим. И при входе в это прекрасное заведение открывается кафе, причем все напитки, они навеяны работами Ван Гога и Гогена. И здесь два зала, два посвящены работам двух художников, причем 44 картины Поля Гогена, 57 работ Ван Гога изготовлены в технике Жикле. Данная техника, она использует современные технологии, позволяет полностью воссоздать вот эти бессмертные шедевры, передаются все нюансы цвета, также светотени, и можно даже заметить волокна от кисточек на самих картинах. Это восхитительно. И вот первая картина Ван Гог, автопортрет в соломенной шляпе. Я вообще в последнее время очень увлеклась работами Ван Гога, его творчеством и как-то прониклась самим человеком. Хочется о нем узнавать и узнавать. И вот интересная картина «Пшеничное поле с воронами». Кажется, ничего особенного, но эта работа считается последняя работа, которую Винсент написал перед самоубийством. Да, такое вот здесь тяжелое грозовое небо, вороны, и что-то в этом есть, я не знала. Хотя такие используются, видите, оттенки очень живые, вроде бы должны радовать. Также старая церковная башня. Такая есть картина. Вообще очень удачно в Артеле расположены все картины, можно подробно изучать творчество художника. Натюрморт с капустой и деревянными башмаками. Если бы я не прочитала, что здесь есть башмаки, я бы их не заметила, а они здесь есть. Также очень известная картина – это едоки картофеля. Причем, хоть здесь крестьяне и пьют кофе, но все равно жизнь у них очень такая мрачная и отяжеленная работой, поэтому переданы такие вот оттенки. Также есть ткач за станком, вид слева. То есть получается, что Ван Гог, он рисовал простых людей. И вот интересная картина, просто башмаки. Необычный очень художник, странный сюжет. А вот это вот особенная картина «Луковичные поля». Очень она красочная, красивая, что-то в ней есть. А это вообще вся в оттенках желтого, желтый дом. Очень странно, что желтые оттенки. Я вообще купила себе книгу, и там даже написано, какие краски использовал в своих работах художник. А вот эта вот картина тоже очень знаменитая у Ван Гога, «Ночное кафе в Орле», если я правильно читаю, она и цитируемая, и узнаваемая, такая же, как «Подсолнухи» и «Звездное небо». Также есть «Звездная ночь» вот над рекой, над Рейном, по-моему, я даже не прочитала. Знаете, я особо не искусствовед, я просто увлекающийся человек. А также портрет доктора Гаше. Это известная картина, и также, естественно, картина, где он отрезал себе ухо, автопортрет с перевязанным ухом, причем он поссорился тогда с Гогеном, и вся ссора закончилась тем, что он отрезал ухо, и причем кусочек уха отослал своей любовнице, как я понимаю. Очень много скандалов связано с этим, но вот дружба у них была особая с Гогеном, очень близко они дружили. Я раньше не знала, что у них до такой степени была дружба, они жили вместе. И вот даже есть спальня в Арле. И вот он во время пребывания в Орле, наверное, правильно так падает ударение. Кресло также Поля Гогена, причем это не просто картина. Вот когда Поль Гоген ушел от Ван Гога, он испытывал, я так понимаю, одиночество и очень переживал. А вот сам Поль Гоген нарисовал его Ван Гог в красном берете. И сразу переходим вот к этой картине необычной. Также она очень известная, «Ночное кафе в Орле». И, естественно, центром, сердцем
творчества Ван Гога являются вот эти 3 картины. Это кипарисы, то есть это 3 картины, где нарисованы кипарисы. Вот нравилось ему это дерево. Также вот это самая известная его картина «Звездное небо», причем это любимая картина моего сына. Также, если почитать анализ этой картины, можно узнать очень много, что было внутри Ван Гога по догадкам. И особенно мне нравится эта картина, потому что здесь присутствуют красные маки, пшеничное поле с кипарисом. Я обожаю дикие красные маки. Они не такие крупные, как вот маки, которые сажают. Вот можно встретить у нас в Беларуси. Когда я отдыхала в Италии, я увидела именно дикие маки. И в Крыму, когда отдыхала, я видела вот эти маленькие красные маки. Также он рисовал валуны и дуб. И вот здесь особенно я это забыла, но потом, когда начала монтировать, поняла, вот 2 сундука вам показываю. Непростая картина с кораблями, здесь присутствуют еще и сокровища, то есть рыбацкие лодки на берегу. Ой, вот эта картина была для меня открытием, перевернутый краб. И причем говорят, что перевернутый вот этот краб, это он хотел отразить Ван Гог свое моральное истощение или также показать аморальный облик всего человечества, но это не подтверждено. Также вот такие вот коровы и труд простых людей он изображал в своих картинах очень часто. И вот здесь помещены крестьянка. Также вот так вот даже передан в 3 погибели, он, согнувшись, работает, женец с серпом. И вот эта картина особенно мне понравилась. Дело в том, что, оказывается, Ван Гог, он не любил портретный жанр. Как-то он считал, что он ему не дается. И вот в один прекрасный день он нарисовал просто вот такой вот портретик, череп, очень известный. А вот это «Сбор урожая» очень важная картина. На заднем плане. Сам Ван Гог считал эту картину одной из своих лучших. И сейчас она хранится в Амстердамском музее Ван Гога. Я этого не знала. И, естественно, подсолнухи, причем вот такие вот красивые подсолнухи, так и хочется их так вот вскрыть, разломить, понюхать. Подсолнухи, ваза с 15 подсолнухами. Кстати, я никогда не считала, что здесь 15 подсолнухов. Самая известная его картина, очень много маек продается. Ваза с гладиолусом. Вообще вот гладиолусы, они трудно их рисовать. Тоже очень красивая картина. Мне нравятся именно эти оттенки. Красиво он рисовал, конечно, все. Цветы, цветочная тема, флористика. И вот ваза с розами. И вот это вот. У меня даже есть майка от польского бренда Mätzens именно с этими ирисами. Причем есть несколько картин с ирисами на желтом фоне, на розовом фоне. Одна из самых известных его картин, а это вот лично у меня это самая любимая картина. Я даже себе купила платье именно с этим цветущим миндалем. Как же мне нравятся эти оттенки, я считаю, это просто шедевр. Еще называют миндальное дерево в цвету, это что-то. Также, как видно, вот творчество связано, вот «Мост под дождем», творчество Винсента Ван Гога связано и с японской гравюрой, особенно вот эта интересная картина, обратите внимание, она называется «Куртизанка», здесь изображены журавль на заднем фоне, это такие подсказочки, и внизу лягушечка, и причем это не просто так. Оказывается, на французском языке журавль и лягушка – это синонимы куртизанки. И вот так вот символично он изобразил. Даже здесь виден, вот на мой взгляд, талант Винсента Ван Гога. Кстати, можете остановить, почитать более подробно про каждую картину. Вот благодаря тому, что я здесь побывала, я очень много нового узнала. Хоть я и увлекалась раньше творчеством Ван Гога, но здесь вот именно на этой выставке, которая проходила вот летом, в августе в Минске, она долго проходила, я попала в августе, я узнала еще больше, поэтому советую посещать. А вот от этой картины многие не могли отойти. Действительно, если к ней подойти, она очень необыкновенно написана. Вид на Париж из квартиры Тео на улице Лепик. Тео – это его брат.
Ну и вот это я готовлюсь перейти к следующему залу, к творчеству перейти его друга Винсента Ван Гога, Поля Гогена. И вот захожу во второй зал, и здесь представлены работы именно этого тоже потрясающего художника. Раньше я его знала как художника, который рисует таитянок, но его творчество заслуживает внимания, он намного глубже. Вот натюрморт с профилем Лаваля. Начинается выставка именно с этой картины. Затем вот так вот автопортрет свой сделал Поль Гоген, вот так вот он выглядел. Кстати, он был по профессии биржевым маклером, но рисунки, то есть живопись, это я по-простому выражаюсь, это было его хобби. И вот это одна из самых лучших картин, по его мнению. Она называется «Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем». И после окончания этой работы он покончил с собой. Он считал, что это лучшее, что он создал. И действительно, если рассматривать эту картину, если более подробно ознакомиться с описанием ее, то понимаешь, почему он так считал. Действительно, такая картина завершающая, можно сказать. Также мне нравится и эта картина «Натюрморт с яблоками, грушей» и именно керамическим портретом, вот таким вот кружкой. И привет-привет снова в зале, посвященном Полю Гогену. Кстати, здесь антикварная мебель выставлена. И такой вот, я бы сказала, минималистично оформлен зал, ну, как положено. Ничего не отвлекает от картин самого Поля Гогена. Он заслуживает того, чтобы его смотреть. И вот картина «Приход и уход Мартиника». Кстати, я сказала, что он был биржевым маклером, Гоген, увлекался живописью, но в 1883 году по инициативе Писсаро он порвал со своей первоначальной профессии, посвятил жизнь живописи. Его угнетали вот семейные связи. Кстати, вот три таитянца. Картина, видите, пошла Таити. Причем он чувствовал разочарование европейской цивилизации, все дальше и дальше уходил от них. Сначала он поехал на Понт-Авен, искал там вдохновение, потом в Британии, потом на Мартинику, и потом в 1891 году на Таити уехал. И вот работы я снимаю, которые посвящены Таити. Его искусство достигло совершенства именно на Таити. Вот «Черные свиньи» особенно интересная картина, они его очаровали. Я бы, если бы не прочитала описание этой картины, я бы так и не поняла и не увидела, может быть, этих черных свиней, но они его особенно привлекали. Вот опять они изображены. Называется «Харем Май Давай». И вот таитянки, причем здесь вот одна девушка, она такая изгибается, она веселая, еще не поняла, что такое семья, а сзади сидит девушка более скромная, но красивая. Она уже поняла, что такое семья, что такое союз с мужчиной, и не такая вот, посмотрите, интересная картина, одна вдумчивая, другая веселая, хорошо передает натуру девушек. А вот здесь две девушки тоже изображены, причем я вот показываю, что здесь изображена, он изображал свою любовницу, то есть в виде двух таких девушек. Также и такие вот картины присутствуют в его творчестве. Это «Прачки» на Рубен де Руа. И вот эта очень интересная картина, она называется «Красивый ангел». Нет, это «Прекрасный ангел». Но когда заказчица увидела эту картину, она сказала: «О, ужас!». Вот можете подробненько прочитать про эту картину, очень такой забавный факт. Интересный художник, танцующие вот эти вот, я так понимаю, он в Британии искал вдохновение, вот эти вот девочки из Британии, фермы в Британии, очень много картин посвящено Британии, наверное, Британия его тоже утомила, он решил искать вдохновение в других местах. Натюрморт с тремя маленькими щенками, вообще очень милая картина. Также вот эта вот картина очень хорошо передает вот состояние старых дев. Она так и называется «Старые девы бредут где-то». Забыла точное название этой картины. Также вот сено, сток сена передан на картине, то есть такой вот, можно сказать, пейзаж. И вот эта картина нарисовал Поль Гоген, как Винсент Ван Гог рисует подсолнухи. Феноменальная, кстати, картина. Никогда не знала, что есть именно
передан образ Ван Гога, как он рисует в творчестве. Ведь они жили вместе. Автопортрет, который посвящен Винсенту Ван Гогу. То есть они друг другу написали свои автопортреты, как я понимаю, обменялись ими. И вот сам зал, где представлена работы вот Поля Гогена, очень интересный здесь вот буфет-прилавок в стиле Ренессанс, причем 19 век Германия. Еще одна картина прекрасная Поля Гогена в его стиле. Виолончелист, то есть портрет Шеклюда он нарисовал. И вот мы выходим и рассматриваем, что можно купить на выставке, чтобы она запомнилась. То есть работы, вот можно стоимость холстов в белорусских рублях. Очень все здесь красиво, можно выпить кофе. Кстати, я так хотела кофе купить, посвященное вот этому цветущему миндалю. Оно трехцветное, особенно мне понравилось. Вот этот, я не просто так вам показала тот балкончик, просто вот надо показать, что тут очень красиво, и дерево, и фонтан. Но особенно понравилась эта кукла с чашечкой кофе и эта картина. Феноменальное сочетание оттенков. И также здесь посвящено технологии Жикле, это высококачественное воспроизведение любого художественного произведения на настоящем холсте можно прикупить. На этой прекрасном ноте, на этом прекрасном фоне говорю вам пока-пока, встретимся в следующих видео.